Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, и тех, кто в записи когда-то, может, будет его смотреть. Привет, Игорь. Начинаем. Надеюсь, новое полное прохождение, еще одно. Теперь вместе с Nine Souls'ом, параллельно, как я. И собирался, и планировал, и говорил, но не говорил, что именно. Но вот теперь всем все ясно. Да, Игорь, ты угадал, ты был прав. Ты предсказал, ты предвидел будущее, это было правда, это все было так, именно она, именно эта игра. Еще с того времени, как мы играли в Павший Орден, еще с тех времен, когда я играл Выжившего Звездные войны, вообще в любые Звездные войны, какие я играл на канале, хотя, по-моему, кроме этих двух игр, я вроде ничего и не играл. Но, тем не менее, когда я в них играл, мне на тех стримах все равно, помню, были зрители, которые... Кто-то просто просил эту игру, кто-то возмущался насчет той игры, которую я проходил, там, насчет Павшего Ордена или насчет другой игры. Возмущались, что вот, эта игра такая фигня, вообще неинтересно. Вот поиграй лучше в Котор и с модами какими-нибудь там, и будет тебе счастье. А кто-то нормальный был, кто-то просто просил, и говорили, что там уже можно нормально моды целой сборкой скачать и без всяких вот этих танцев с бубном, как раньше. И действительно, не так, как раньше, что надо было самому миллион разных модов качать, заморачиваться. Сразу готовая сборка есть, и тут тебе все, что надо для счастья. Единственное, что еще там кое-что для себя поправил. С этими опять разрешениями, захватами, потому что все-таки игра капец старая, 2003 года. И без танца с бубном тут ну никак не обойтись, как ни старайся, как все равно не крути, как не заморачивайся ни с какими модами, все равно вот чтобы захватить игру в полный экран, чтобы тут ничего не разъехалось, не разлезлось ни туда, ни сюда, чтобы в OBS оно нормально захватило, чтобы не вылетало, чтобы еще никакие там технические фиговины не происходили. Это все равно были те еще танцы с бубном, но вроде бы все нормально, все работает, все пошло. Я там еще запустился вне стрима. Где-то полчаса поиграл, протестировал, вроде ничего не вылетало, вроде все работало, все было нормально. И озвучка работает, и все работает. Озвучка, если что, будет русская. Впервые буду вообще ее слышать, вообще впервые буду это все лицезреть. Там я последний раз в нее играл 100 тысяч миллионов лет назад. Конечно, без русской озвучки тогда ее еще не было, по-моему. И без модов тоже играл, потому что там тогда было вообще лень заморачиваться. Тогда не было никаких сборок. Все было очень сложно, очень муторно, а теперь просто раз, сборка, и там сразу куча модов. Все, что надо, сразу бэмс, и готово. Не то, что сейчас. Привет, Алекс. Красавчик, что сделал. Спасибо. Рад тебя видеть. Добро пожаловать. Так, что там еще Игорь писал? Я был прав, когда еще в конце Павшего Ордена подумал, что ты говорил про Коттор. Так, да, это я читал. Говорил про ностальгию, а ранее говорил, что играл. Ну и недавно Азаль говорил, что старые игры, и ты сказал, что да. Да, именно так. Я говорил, что старая игра. 2003 года оригинал. Там другие годы еще на другие платформы выходила, но это не важно. Игра около 2004-2003, если точнее, да. Именно так. Плюс я сам в нее не играл, а посмотреть бы хотел. О как. Ну, я и сам в нее играл 100 тысяч лет назад, как я сказал, поэтому многое забыл. Даже из сюжета, из геймплея. Тем более, вот, как сказал, моды впервые буду лицезреть, и озвучку эту впервые буду слушать. Хотя я за первые полчаса, которые говорю, вне стрима поиграл, я уже чуть-чуть подслушал эту озвучку. Она, конечно, такая кринжовая. Не ишная, которую мы слышали в Black Flag, конечно, это и было еще хуже. Тут, по-моему, не ишная озвучка, а нормальная, с реальными людьми, но все равно эти люди так на пофиг вообще как будто озвучивали, вообще безэмоционально вообще было такое себе. Но, не знаю, может дальше будет лучше, а может вся игра будет с такой безэмоциональной озвучкой. Но зато не придется отвлекаться на субтитры с другой стороны. Минус большая проблема. У нас проблема с FPS сейчас. Понятно. Это проблема с захватом. Это самое.
Сейчас попробую перезайти. Я очень сильно надеялся, что не будет никаких проблем с этим как раз захватом и прочим, потому что игра все-таки, повторюсь, старая и без всяких танцев с бубном. Тут было вообще не обойтись. Так. Ну, я надеюсь, это именно в главном меню. Потому что если вот тут, то вроде нормально, да? Да, вроде тут нормально, судя по полоске, или нет. Или ненормально. Ладно, вот запустится игра, протестируем. Давайте сразу тогда приступать, чтобы протестировать сразу. Так, я, помнится, проходил в прошлый раз, 100 лет назад, за вот этот класс. Разведчик он называется. Тут есть солдат, разведчик, мошенник. Мошенник это что-то типа скрытность, хитрость. Разведчик это что-то универсальное, наверное. А солдат это типа... Ну, солдат и есть солдат. Преимущество в боях и все такое. Давайте в этот раз солдат, потому что в прошлый раз был разведчик, а за скрытного этого я не хочу. Персонаж. Портрет. Да. Выбор, конечно, великолепный. Ладно, пусть такой. Характеристики вашего персонажа позитивно или негативно влияют на все. Понятно. Сила, ловкость, телосложение, интеллект, мудрость, харизма. Ну, все как во всяких РПГшках. И сообщения с чата висят на стриме полчаса. Ну, сейчас запустится игра, я надеюсь, оно нормально будет. Может, это именно в главном меню? Если нет, ну тогда будем что-то чинить. Пытаться. Проблема в том, что она как захват игры не хочет захватываться, только как захват окна. А как раз из-за того, что захват окна, возможно, оно вот так вот и дергается. Нормально? Судя по донатам, вроде нормально. Теперь нормально. Слава богу. Так, что я хотел качать? Ну, сила, раз мы за этого самого, за солдата. Интеллект там по-любому надо, насколько я помню. А вообще у нас 30 очков, что тут заморачиваться? Так, интеллект на максимум давай. Сила, ловкость тоже можно, телосложение. Всего понемножку, короче. Харизмы. Вот так вот. 14, 12, 14, 12. Так, навыки. Арчевание, взлом, ремонт, убеждение. Конечно, убеждение. Внимательность, скрытность, минирование, компьютеры. Так, давайте компьютеры, давайте взлом. И все, да? Ага. Ну, вот так пока что. Там, если что, на протяжении игры можно будет докачиваться дальше. Получая новые очки. Так, умения. Ой, ё-моё. Вот сказываются как раз вот эти фиговины с разрешением. Капец, какие иконки маленькие. Ну да ладно. Не смертельно. Так, вот это беру. И имя.
Вперед. Рыцари Старой Республики. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. А чё черный экран? У вас черный экран, что ли? У вас черный экран, да? Ну что такое? Ну как так-то, а? М. Самая эпичная презентация черного экрана. Да не говори. Это уж точно. Нет, это потому что вот эти катсцены, ролики как раз, с ними, походу, отдельная своя проблема. Блин. У меня есть вариант, чтобы на эти ролики сделать захват экрана на крайний случай, а потом обратно поменять на захват окна. Привет, Люха-ха. Опа. Увидите ОБС во всей красе. Мы все видим, так и задумано. Ну-ка, сейчас должно быть все видно. Да. Потом поменяю. Пытаетесь начать играть? Ага. Танцы с бубном. За 4000 лет до рассвета Галактической Империи республика находится на грани коллапса. Дарт Малак, последний выживший темный владыка ситхов, обрушил непобедимую армаду на ничего не подозревающую галактику. Сметая все сопротивление захватническая война Малака сделала Орден Джедаев разобщенным и уязвимым. Бесчисленные рыцари терпят поражение в бою, а еще больше пригасают на верность новому повелителю ситхов, присягают. В небесах над планетой Тарис, на дальнем рубеже, боевой флот джедаев вступил в бой с войсками Дарта Малака в отчаянной попытке предотвратить господство ситхов в галактике. Меня вообще было слышно? А то музыка так орёт, что я сам себя не слышу.
Мы попали в засаду боевого флота ситхов. Эндерспайр атакован. Поспеши, у нас мало времени. О, нет! Кринжовая озвучка. Так. Захват экрана. Все, до свидос. Продолжаем захват окна делать. Давным-давно в далекой-далекой галактике космические ниндзя и чукотабри объединились. Ага. Опять они. Опять космические ниндзя и чукотабри. Куда же без них? Так, ты кто? Мы кто Я вообще? Тараскульгу, лейтенант флота Республики. Я твой сосед по каюте на Эндерспайр. Мы работаем в разные смены, вот почему мы раньше не виделись. Теперь поспеши, надо найти Бастилу. Нужно увезти ее с корабля живой. Кто такая Бастила? Вообще-то я привык к Бастила. Ну ладно, уж Бастила так Бастила. Ох уж этот перевод, ох уж эта озвучка. Бастила – офицер, командующий на Эндерспайр. Ну, не совсем офицер, но она командует этим заданием. Наш прямой долг – спасти ее в случае нападения противника. Ты поклялся, как и вся команда. Время выполнить клятву. Я наслышан о твоей репутации. Элитная боевая подготовка – самая лучшая в классе. Неудивительно, что тебе поручили эту миссию. Командующим не встречался человек с таким потенциалом, как у тебя лет 20. Но весь этот потенциал ничего не стоит, если ты не можешь сделать то, что от тебя требуется. Мы солдаты, нас тренировали для боя. В Бастилии понадобятся все мужчины и женщины, как мы в этой атаке. Плевать на клятву, я иду к спасательным капсулам. Ну, конечно, прям сразу первых диалогов можно корчить из себя злодея. Ладно, поможем. Поспеши захвати свое барахло. Нужно одеться, чтобы отсюда выбраться. Сам ты барахло. Так, проверка. Лаги, баги. Чё по геймплею? Ничего не лагает, ничего, все нормально. Все окей, ничего не дергается. Все по FPS-ам. Одеваемся. Задание, инвентарь. Все как всегда. Ладно, давайте двигаться. Мы должны держаться вместе. Так у нас будет больше успеха, чем поодиночке. Полоска донатов дергается. А, ну я тут забыл кое-что еще поменять после того, как захват экрана выключил. Вот так вот. Все, присоединить. Компаньон. Из-за атаки дверь заперлась, но не волнуйтесь, у меня есть код. Откройте дверь с моей помощью. Окей. Yes? Теперь дверь открыта. Берите командование. Теперь полоска нормально. Вперед. ВСД. Ну, спасибо. Это карта Наси. Ситхи могут прорвать нашу оборону. Мы против них не выстоим. Все к мостику. На связи был Картанаси. Он один из лучших пилотов Республики. Он видел боев больше, чем вся команда Эндерспайр. Если он говорит, что дела плохи, лучше в это поверить. Нужно попасть на мостик, чтобы защитить Бастилу. Вот карта Эндерспайр и копия сообщения карта в твоем электронном журнале. На случай, если мы потеряемся. Привет, Азель. Приветствую. Здравствуйте. Дроид-техник. Бип-бип, буп-буп. Не вопрос. Готов. Эти ситхи должно быть абордажная команда. За республику! Да, за республику. Больно, наверное. Ваншот. Ваншот. Ниндзя космический. Еще один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Деньги. Деньги, деньги. Потом будут чукатабри. Конечно, будут. Куда без чукатабри? Как вам такие... Такая боевка, как вам, собственно? Такой вид. Такой геймплей. Вроде и пошаговая, вроде не пошаговая. Да, исторический. Но это ты, конечно. Без скромности, конечно, да, вообще. Боевка один из основных факторов, почему не играл. Вот поэтому очень сильно надо ждать тогда ремейк, который анонсировали, но который непонятно делается или уже не делается. Но я очень сильно жду. Это, наверное, одна из моих самых ожидаемых игр наравне с 4-м Ведьмаком и ремейком 1-го Ведьмака. Вот ремейк Котора, это тоже да. Очень жду. Так, ловите гранатку. Оу. Там еще бегут. Нормально. Даже если геймплей тут такой себе, зато сюжет тут очень даже. На тот момент, на те года, тем более, это было вообще что-то с чем-то. Да и сейчас неплохо, я считаю. Ай-яй-яй. В некоторых местах все-таки подлагивает, как я смотрю, но это из-за этих взрывов всяких. Даже тем, кому интересна эта игра и кто хотел бы поиграть, они многие не захотят заморачиваться со всеми этими танцами с бубном, с установкой, там, с модами, с озвучкой, чем угодно из этого. Игра требовательно, комп не выводит. Да, действительно. Плюс еще стрим, тут еще это свои дополнительные проблемы. С захватом там и с прочими багами. Это была одна из джедаев, сопровождающих Бастилу. Черт, она могла бы нам помочь. О, черт. Моды присутствуют? Да, присутствует. И русская озвучка присутствует, и моды присутствуют. Впервые для меня. Что то, что другое. Не попали. Опять не попали. Да чё ты мажешь? Могила. We have to finish this quickly. Надо бы подхилиться. Вот так вот. Еще надо бы сохраниться. Сохраняться тут надо прям мега часто. А то, блин, каждый раз в любую секунду можно ожидать какой-то вылет рандомный. Поэтому сохранение в первую очередь. Можно Мостик чаще. за дверью. Лучше взять оружие ближнего боя. На мостике мало места, и использовать бластер в такой тесноте самоубийство. Мне нужно вооружиться для рукопашной, или мне нужно будет остаться и использовать свой бластер. Окей.
Ближний так ближний. Да? Бастилы здесь нет. Они отступили к спасательным капсулам. Нам надо туда попасть. Ситхи хотят захватить Бастилу живой. Но если она уйдет с корабля, ничего не остановит их от того, чтобы превратить Эндерспайр в галактическую пыль. Спокойно, без паники. Так, ничего не пропустил. Повысить уровень. Меня прям заставляют. Так, навыки. Ворчевание давайте теперь. Умения. Бой парным оружием. Дуэлянт. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, парным я пока не пользуюсь. Критический удар. Давайте критический удар. — 2003 год. Жесть. Штурмовики точнее стреляют. О, да. Там что-то есть. Там кто-то есть. Темный джедай. Я попытаюсь его задержать, а ты беги к спасательным капсулам. Быстрее! Темный джедай. Это темный космический ниндзя. Закрыто. Теперь мы сами по себе. И покемоны то 2004 года. На связи карт Анаси. Я ищу ваше расположение по системе жизнеобеспечения Эндерспайр. Капсула Бастила ушла. Ты последний живой член команды на Эндерспайр. Я не могу тебя больше ждать. Иди к спасательным капсулам. Бегу. Как он ее задерживать собрался? Пожертвуя собой. Надеюсь, тут будет сратый Дарт Вейдер? Но куда же без них? Дуэль. 1 на 1. Блин, чуть не проиграли. Значит, нам лучше не в ближнем бою, а в дальнем. О, нормально, и не мажу. Правильно. Вот другое дело. За дверью целый отряд ситских пехотинцев. Нужно сократить их число. Ты можешь перепрограммировать поврежденного штурмового дроида, если хватит деталей. Или воспользуйся компьютерной отмычкой, чтобы взломать терминал и использовать защитные системы Эндерспайр против ситхов.
Вроде Quantic Dream делают игру по Star Wars. Вроде даже можно играть и без знания этой вселенной. Интересно. Может, даже тебя заинтересует? Чтобы не пришлось всякие фильмы смотреть там и прочее узнавать. Так, обучение мне не надо. Смотреть. Толпа. Перезагрузить. Успех. Красота. У Дарта Вейдера много тысяч лет. Ну тут свой местный будет. После Детройта, я не сомневаюсь, в этой студии по-любому интересно сделают. Интересно. Мне вообще любая игра по Звездным войнам интересна. Как раз вовремя. Осталась лишь одна капсула. Мы можем скрыться на ближайшей планете. Ты кто? Я солдат Республики, как и ты. Мы последние из команды Эндер Spire. Бастила уже улетела. Нет смысла торчать здесь. Нас могут подстрелить ситхи. Пойдем. На вопросы позже отвечу. Вперед. Дайте угадаю, опять черный экран, да? Ладно, опять переключаемся. Ну, на катсцены будем переключаться. Ничего не поделаешь. Эй, постой! Не пытайся пока вставать. Тебя сильно потрепало, когда мы потерпели крушение на Тарисе. Не волнуйся, в этой квартире мы будем в безопасности. Я дал тебе снотворного. Отдыхай. Пускай Кольта сделает свое дело. Хорошо, что ты пришел в себя, а не мечешься в бреду. Тебя, видимо, мучили кошмары. Я уже начал сомневаться, что ты вообще очнешься. Я Карт, республиканский солдат с Эндер Спайр. Помнишь, я был с тобой в спасательной капсуле? Помнишь. Текс и вот текс. У меня был странный сон, как видение или вроде того. Не удивлен. Тебе здорово досталось. Похоже, тебя мучили кошмары. Я бы на этот счет не беспокоился. Ты уже несколько дней подряд то приходишь в сознание, то снова его теряешь. Думаю, тебе многое не ясно. Постарайся не волноваться. Мы в безопасности. По крайней мере, пока. Мы в заброшенной квартире на Тарисе. Тебя сильно тряхануло, когда наша капсула разбилась. Но я, к счастью, отделался легко. Мне удалось оттащить тебя от места крушения, а затем я нашел эту квартиру. Когда ситхи прибыли на место, нас и след простыл. ОБС на секунду увидел. Это так и надо. Так и задумано. Потому что я на захват экрана переключался, потому что иначе катсцены почему-то не показываются, не захватываются в ОБС. Так это еще игрофильм, скорее всего, будет. Смотреть будет приятно. Ждем тогда. Ситхи. Тарис под контролем ситхов.
Их флот патрулирует планету. Они объявили военное положение и закрыли всю планету на карантин. Но я был в местах и похуже. В твоем деле сказано, что ты понимаешь множество инопланетных языков. Для салаги это редкость. Но пока мы здесь, нам это может пригодиться. Из-за ситской блокады республика ничем не сможет помочь нам. Чтобы найти Бастилу и покинуть планету, нужно полагаться только на себя. Почему найти Бастилу так важно? Травма головы сказалась на тебе сильнее, чем я думал. Бастила – джедай. Она была в штурмовом отряде, убившем Дарта Ревана. Бастила – это залог к спасению республики. Видимо, ситхи узнали, что она на Эндерспайр, и устроили нам засаду. Думаю, Бастила была в одной из капсул, разбившихся на Тарисе. Ради блага республики нужно найти ее. Как сегодня человек, пусть и джедай, может быть так важен? Бастила – необычный джедай. Она обладает редким даром – боевой медитацией. Бастила способна воздействовать на целую армию. При помощи силы Бастила может вселять в союзников уверенность и лишать врагов боевого духа. И часто этого хватает, чтобы переломить ход битвы. Но ее силы не безграничны. Насколько я понимаю, чтобы достичь этого состояния, требуется большая выдержка и концентрация. Атака на Эндерспайр произошла так стремительно, что она не успела воспользоваться своей способностью. Думаю, она чудом осталась жива и застряла здесь так же, как и мы. Так что ты предлагаешь нам делать? Бастиле будет нужна наша помощь. Многие последователи Дарта Малака владеют темной стороной силы, и ситхи уже убили немало джедаев в этой войне. Никто не станет искать обычных солдат вроде нас. Мы можем осторожно перемещаться по планете, не привлекая внимания. Роскошь, недоступная Бастиле. За ней будет охотиться половина ситского флота. Они понимают ее важность в этой войне. Планета на карантине. Все полеты запрещены. Чтобы выбраться с Тариса, Бастиле потребуется наша помощь, а нам – ее. Я не могу с эмоций главного героя. Ой, да тут... я не могу от всего вообще. От этой озвучки невероятной, от этих выражений лиц, от всей этой графики. Ну что ж уж делать. Ждем ремейк. Ничего не поделаешь. Все равно классика, старые добрые. Не то, что в этих ваших покемонах, да? А как думаешь, где нам стоит начать искать Бастилу? Пока ты был в отключке, я кое-что узнал. В подземелье потерпели крушение несколько капсул. Стоит начать поиски именно там. Но подземелье опасное место. Перед выходом нужно приготовиться. Если нас убьют, Бастиле это не поможет. Хочу задать пару вопросов. Я расскажу все, что могу, но я не знаю, насколько я буду полезен. Что ты знаешь о Малаке и ситхах? О Малаке я знаю только общеизвестные факты. Он ускользнул из ловушки, убивший Дарта Ревана. После его смерти он стал новым темным лордом. Очевидно, что Малак – безжалостный тиран, который сметет любого на своем пути. Прямо как Реван. Опыт показал, ситхи не остановятся, пока республика не будет лежать в руинах. Малак и ситхи уважают лишь грубую силу. Трудно вообразить, как бывший джедай может превратиться в такое чудовище. Джедай? О чем это ты? Когда-то Малак и Реван были членами Ордена Джедаев. Они были молоды и своевольны, и вопреки желанию Совета пошли на войну с мандалорцами во Внешнем Кольце. Там что-то произошло, что-то их совратило и переманило на темную сторону. Или же у них всегда было внутри что-то гнилое, не знаю. Они сформировали армию из бывших солдат Республики и падших джедаев, перешедших на темную сторону, во главе с Реваном. Затем Ревана убил отряд Бастилы, но даже это не замедлило ситхов. Малак сразу занял место Ревана, взял под контроль армаду ситхов и возобновил кровавое завоевание внешних миров. Так, еще. Я расскажу все, что могу, но я не знаю, насколько я буду полезен. Об этой планете. Когда-то Тарис был чудным городом, полным возвышающимися небоскребами. Но это было давно. Верхний город, где живут богатые граждане, достаточно безопасен. Если бы не ситская оккупация и карантин по всей планете, там даже можно было бы жить. Но ниже все крайне плачевно. Нижний город – это трущобы, кишащие бандами байкеров, ведущих бесконечную войну за власть. А подземелье еще хуже. Нижний уровень Тариса – это пустошь, кишащая регголами, безмозглыми, больными тварями. Я загрузил всю информацию в журнал на датападе. А тебе? Понимаю, почему тебе хочется знать больше обо мне. Думается мне, нам предстоит провести вместе немало времени. Но сейчас не время для знакомств. Нельзя отвлекаться от нашей задачи. У нас еще будет время.
Ладно, пойдем. Хорошая мысль. Эту квартиру можно использовать как базу. Снаряжение и припасы достанем в верхнем городе. Только не высовывайся особо. Я слышал жуткие истории про техники допроса темных джедаев. Говорят, сила может сотворить с разумом страшное, стереть воспоминания, уничтожить саму твою личность. Но думаю, если не будем глупить, все обойдется. В конце концов, они ищут Бастилу, а не пару пешек вроде нас. Ладно, солдат, выдвигаемся. Да. Да, выдвигаемся. Так, секунду. Так, что-то, кажется, поломалось у меня слегка. Ну-ка. Так, и вот так. Ну и долгие же тут диалоги. О, починилось. Да, сколько еще впереди. Так, у нас вообще-то есть бронекостюм. Боекостюм, то есть. Бонус к защите и ловкости. Давай. И все пока. Всякие клинки, бластеры. А покемоны что тебе сделали? Ничего, ничего не имею против Пикачу. Ни в коем случае. ГГ, походу, по тварномским чудом. Возможно. Выдвигаемся. Ладно, вы, инопланетное дерьмо. Всем стать к стенке. Это облава. Только вчера здесь был патруль, и они ничего не нашли. Почему вы, ситки, никак не оставите нас в покое? Вот как мы, ситхи, разбираемся с инопланетными умниками. Теперь все остальные должны встать к стенке, пока я снова не потерял терпение. А это что? Люди прячутся среди инопланетян? Это же республиканские выродки! В атаку! Оу, ну. Что там по звуку, кстати? Не сильно орет, а то, мне кажется, как-то громковато. Там все нормально слышно, когда я что-то озвучиваю. Бедный X-Гил. Не надо было пререкаться с этим ситком. Хорошо, что ты человек оказался рядом и помог нам. Ситхи не впервые приходят сюда и усложняют нам жизнь, но, надеюсь, этот раз был последний. Вроде не орет, но шакальный звук — это, конечно, жесть. Да-да. Выстрелы и взрывы довольно громкие. Угу. А этот патруль не будут искать? Не волнуйся о телах, я унесу их отсюда, чтобы казалось, будто их убили в другом месте. Это собьет ситхов со следа. Если повезет, они еще не скоро побеспокоят нас вновь. Ну и замечательно. Еще уровень подняли. Так. Эти компьютеры. И все. Нет, тогда убеждение сначала. Умения. Чтобы выбрать.
Позволяет пользоваться кибернетическими имплантами первого уровня. Пойду за едой, давай. Чакальный звук будет жить еще до 13-го года примерно. Да уж. +1 к навыкам убеждения, внимательности и врачевания. Интересно. Давайте вот это. Да. Потопали. Что у нас тут? Не вопрос. Готово. Здравствуйте. Я к вам ворвался. Полутать все, как у той самой бабки, ведьмаки. Кто ты? Что ты тут делаешь? Ты не можешь просто так врываться в дома. Могу. Извините, я просто смотрю территорию. Это не оправдание. Ты не можешь просто так врываться в дома, просто из любопытства. Но ты хотя бы более вежлив, чем эта свинья, Холден. Холден. Просто это один из людей Дэвика, который не может держать руки при себе. Но все, что ему досталось за его труды, это отвратительный шрам от моего вибромеча. Жаль, что мне по-прежнему нужно расплачиваться. Что ты имеешь в виду? Я не хочу об этом разговаривать. У меня уже достаточно проблем. Кроме того, я не знаю, могу ли я вам доверять. Проявляем наше убеждение. Ну, похоже, вы из хороших людей. Когда я ранила Холдена, он сбежал, но это поставило его в смешное положение перед друзьями. Холден — это злобный маленький бродяга. Он пошел и назначил награду за мою голову за то, что я сделала. Вот почему я прячусь здесь. Могу помочь. Сомневаюсь. Холден — это человек Дэвика. Когда вы работаете на местного криминального авторитета, власти стараются закрывать глаза на это. Боюсь, что это касается только меня и Холдена. Но, может, я могу поговорить? Можете попробовать. Он обычно бывает в баре в Нижнем городе. Но вряд ли вы чего-то добьетесь. Холден всегда все делает по-своему. Это одно из преимуществ работы наемника на Дэвика. Работая на местного криминального главаря, у вас развязаны руки. Но я ценю ваше предложение. В этом я не смогу тебе помочь. После этого дела с Холденом я боюсь покидать свою квартиру. Я ничего не знаю о том, что происходит сейчас в мире. Прощайте и удачи вам. Надеюсь, что вы сможете урезонить Холдена. Наш первый мини-квест, между прочим. Мы просто отобрали тебе полдома, бывает. Да. А что, первый раз, что ли? Ого, ваши сородичи тут редко встречаются. Как правило, в здешних захудалых квартирках живут одни иномирцы-нелегалы. Меня зовут Ларин, кстати говоря. Здравствуйте. Я знаю, что это не мое дело, но судя по вашему виду, вам бы пригодился один из этих новых энергощитов. Передовая разработка, знаете ли, очень высокотехнологическая. Технологичная. И что же такого замечательного у них? При использовании они окружают вас сетью заряженных электромагнитных частиц, поглощающих бластерные разряды. Эти щиты могут даже защитить от светового меча. По крайней мере, мне так говорили. Они, конечно, не идеальные. Поглотив определенное количество энергии, они перегорают, а ионные бластеры довольно быстро снимают базовые дуэльные щиты. Ну скажу тебе из своего опыта, что они слабы против вибромеча. Вот почему республиканцам приходится тренировать своих солдат для рукопашного боя и боя на мечах. Угу. Откуда взялась такая технология? Ходят слухи, что такие щиты в ходу у Эчани. Но у нас я никогда не видел ничего подобного, пока не появились ситхи. А где они нашли эту технологию, уже никому не известно. Щиты слишком редкие и дорогие, чтобы обеспечить им
ими целую армию, но оснащенная ими ударная группа может вывести из строя целый батальон солдат, вооруженные обычными бластерами. В первых боях они давали ситхам огромное преимущество, но вскоре республиканцы сумели воспроизвести их технологию и создать собственные энергощиты. Теперь обе стороны пытаются придумать новое оружие, способное пробивать их. А до той поры ближний бой вновь вернулся на передовую. Что-нибудь еще? Больше, в общем-то, сказать нечего, кроме того, что мне удалось заполучить один из таких щитов. Стоит недешево, но может спасти вам жизнь. Не хотите посмотреть мои товары? Почему ты решил открыть киоск здесь? Я устроил в этом старом здании небольшой магазинчик, чтобы продавать базовое оснащение иномерцам и нелегалам, снимающим здесь квартиры. Что-то говорили о том, что здесь живут иномерцы. По закону большинству иномерцев запрещено жить в верхнем городе Тариса. Туда пускают некоторых из нас твиликов, но в основном все только для людей. Но ни один уважаемый себя человек из верхнего города не захочет снимать квартиру в здешнем бардаке. Так что домовладелец начал нелегально сдавать их иномерцам, инородцам, то есть. Наверное, уж лучше так, чем если бы они пустовали. Иначе в заброшенных квартирах начнут жить скваттеры и люди, скрывающиеся от властей. А от них квартиранты... От них квартплаты не дождешься. А мы на какую концовку идем? Я еще пока думаю. В процессе разберемся. Вы не боитесь, что вас поймают? Власти Тариса закрывали глаза на это место. Кучка иномерцев и народцев-нелегалов просто не стоит усилий. А когда ситхи захватили власть, они посчитали точно так же. К тому же сам я здесь не живу. Я просто веду небольшой бизнес, обеспечивая жильцов припасами. Хотите посмотреть, что у меня есть на продажу? Да давай, давай. Без проблем. Медпакет, компьютерные запчасти, броня. У меня нет денег. Мечи, вибромечи, бластеры, гранаты. Энергощит, вот этот самый. Капец, дорого. Дорого, дорого. Не вопрос. Готово. Pudu, Tony Rama Понятно. Prakat Donko Searcha. Понятно. Так, это нам в город. Угу. Не вопрос. Готово. Пожалуйста, не бейте. Да не бью я и не бью. Не вопрос. Готово. Тут вообще никого. Ага, и все. Это обратно к нам в комнату. Ну тогда идем в город. Верхний город Тариса. Приветствую, добрый день. От имени новых Добрый день. правителей я запрограммирован поощрять вас наслаждаться вашим пребыванием на Тарисе. Я протокольный дроид, запрограммированный на информирование всех на Тарисе, граждан и приезжих. Я могу вам чем-нибудь помочь? Что ты можешь рассказать о ситхах? Ситхи — это новая власть на Тарисе. Они хотят сохранить обычаи нашего мира, так мне сказали. Больше я ничего не могу добавить.
О, могу ли я еще вам чем-нибудь помочь? Можно ли как-то улететь с этой планеты? О, боюсь, что это невозможно. Тарис сейчас находится на планетном карантине. Ситхи никому не разрешают прибывать и покидать планету, кроме официальных служащих ситхов. О, могу ли я еще вам Да, можешь. Что ты знаешь о бандитах, о бандах Нижнего города? Туристическое бюро Тариса издало строгое предупреждение всем приезжим, чтобы они избегали Нижнего города. Это жестокое и опасное место, в которое лучше не попадать. О, могу ли... Ага. Почему здесь так мало инородцев? Пришельцы имеют ограниченный доступ в Верхний город. Это одна из самых древних традиций Тариса, и ситхи обещали сохранить такие традиции. Конечно, я только что видел, как они арестовали одного пришельца за то, что он был в Верхнем городе без разрешения. О, могу ли... На кого ты работаешь? Я служащий правительства Тариса, запрограммированный на информирование и сопровождение всех, кому это нужно. О, могу ли я еще... И все. Тогда, если позволите, я продолжу свой обход. Угу. Позволяю. А вот и наша капсула, с которой мы прилетели. Я слышал, что ситхи посылают спасательные команды. Что такое? Похоже, что-то беспокоит карта. Возможно, вам стоит посмотреть. Так, ну поговорить. Да? Ты что-то хотел? Что ж, многие годы я служил в республике в качестве пилота. Довелось повидать и сражения. Я участвовал в мандалорских войнах. Но я не могу припомнить такой кошмарной бойни, которую обрушили на нас ситхи. Даже мандалорцы не были столь бесчувственны. Мой родной мир стал одной из первых жертв флотилии Малака. Ситхи бомбили ее, пока не добились повиновения, и силы республики ничего не могли сделать. Ты говоришь так, будто это твоя вина. Словно ты кого-то подвел. Это вовсе не моя вина. Я сделал все возможное. Выполнял приказы, исполнял свой долг. Это не значит, что я подвел. Нет. Их? Ты людей про людей из твоей родины? С твоей родной планеты? Да, нет, я не совсем это имел в виду. Да, нет, да, нет. В моих словах мало смысла, да? Может, твои вопросы не несли обиды. Просто я не очень-то привык много болтать о прошлом. Вообще не привык. Я предпочитаю действовать и обычно сосредоточен на деле. Давай так и поступим. Если у тебя остались вопросы, можешь задать их позже. Ладно. Я тут. Кто взял? Магазин. Здравствуйте. Что у вас в магазине? Привет. Я Привет. раньше тебя не видела в моем магазине. Позволь представиться. Я Кебла Юрт. Добро пожаловать в центр оснащения. Ты ищешь какие-то припасы? Мой магазин самый крупный во всем Верхнем Тарисе. Лучший выбор на планете. Все, что пожелаешь, у меня есть. Ну, в основном. В основном, что ты имеешь в виду? Ситхи конфисковали все мое тяжелое оружие, и они конфисковали все мои корабли и гоночные карты, но у меня по-прежнему неплохой выбор, если тебе интересно. Вопросы? Все что угодно, чтобы помочь потенциальному покупателю. Что ты хочешь знать? Насчет капсул. Я слышала, что пара спасательных капсул разбилась в подземелье. Спорим, что места крушения уже вычищены ситхами? Если только банды или люди Дэвика туда первыми не добрались. Спорим. Банды свуперов, что ты можешь о них рассказать? Ничего хорошего не могу сказать о бандах налетчиков. Гоняются вокруг на своих летающих карах, терроризируют Нижний город, как стая зверей. Все было не так плохо, когда главенствовали тайные бэки, но когда появились банды черных вулкаров, Нижний город стал вообще похож на военную зону. Ситхи даже не пытались установить там порядок. И ходят слухи, что теперь даже у людей Дэвика проблемы с черными вулкарами. Что ты знаешь о Дэвике? О, Дэвик — это законный бизнесмен, если ты понимаешь меня. Контрабанда. Если вы понимаете, о чем я.
Говорят, что он член Мгм. обмена. Знаешь, этой большой межгалактической преступной организации. Я слышал об обмене. С ними лучше не связываться. Но если у кого есть подходящий корабль, то только у них. Я должна платить ему за крышевание ежемесячно, но цены приемлемы. И через его поставщиков я получаю большую часть своего запаса. Я достаточно умна, чтобы не спрашивать, откуда он идет. Ты ведь понимаешь меня? Конечно. А Дэвик работает с ситхами? Дэвик ненавидит ситхов так же, как и все остальные. Карантин мешает его операциям тоже. Но пока его бизнес идет, он не высовывается. Дэвик держится в стороне, и ситхи его не беспокоят. Банды налетчиков могли бы многое извлечь из этого небольшого соглашения, вместо того, чтобы гоняться друг за другом. Что вы думаете о ситхах? Не очень это умно говорить плохо о людях у власти, если ты меня понимаешь. Я только хочу, чтобы ситхи ослабили карантин. Они убивают мой бизнес. Не могу сказать, что они есть здесь, в верхнем городе, но могло быть и хуже. И у нас все еще гораздо лучше, чем в нижнем городе, со всеми его бандами и прочим. Протарис. О, ты один из тех чужаков, да? Приехал на Тарис ненадолго по делам и застрял тут из-за карантина ситхов, верно? О, тебе не повезло, застрял в незнакомом мире и всего-то. Но Тарис не так уж плохо, пока ты остаешься. в Ох уж верхнем этот городе. робот позади. Постарайся избегать ситхов. Да уж. Держись подальше от нижнего города. Банды налетчиков вышли из-под контроля. Даже людям Дэвика достается от них. Так, я пойду. Удачного тебе дня. Не забывай, заходи ко мне в магазин, если тебе понадобятся припасы. Ну, вообще-то да, я не пойду, а на самом деле посмотрю. Знаете ли, это окончательные цены на товары. Я здесь не торгуюсь. Это же не рынок, правда? Я работаю с первоклассными вещами. Да-да-да-да-да. Ну и цены. 900. Карамба. Все то же самое. Хотя... Это я возьму. Это, по-моему, для задания что-то надо будет. Гранаты, бластеры, мечи, броня, хилки, мины. Все по классике. Приветствую, добрый день. Я про... Ага, это такой же. Мы с ним уже поговорили. Не беспокойте меня, я тут по официальному делу ситхов. Да-да-да-да-да. Опа! Бар! Так, сохранимся даже вот так. Кристия. Разве тебе не нравится наблюдать за игроками в пазак? Стратегия, кредиты. Достаточно, чтобы заставить девочку разволноваться. Разве... Ага. Никлос. Что ты хочешь? Ты пришел сюда, чтобы просто подергать меня? Или ты хочешь испытать себя против лучшего игрока в Пазаак на Тарисе? Ты кто? Меня зовут Никлос. Я неофициальный чемпион в Пазаак на Тарисе. Если ты не против проиграть, то мы можем сыграть несколько партий. Ну, допустим, я хочу сыграть, но у меня нет колоды. У тебя даже нет собственной колоды? Тогда чего ты от меня хочешь? Ты не можешь играть в Пазаак без собственной колоды. Если тебя всерьез интересует Пазаак, то иди поговори с Гаруком. Он на другой стороне таверны. Его игры уже закончились, и он собирался продать свою колоду. Гвинт? Ну, возможно. Привет, юноша. Ты хочешь купить колоду карт Пазака у старика, который хочет сделать ставку? Всего 50 кредитов, и я продам тебе все мои карты. Я даже дам тебе бесплатный урок. Это хорошее предложение, если ты можешь себе это позволить. Ты кто? Меня зовут Гарук. Я Акула Карт, один из лучших игроков Пазак во внешнем кольце. Но это было до того, как я ушел из азартной игры. Почему ушел? Не пойми меня неправильно. Эта игра была мне дорога многие годы.
Я путешествовал между галактиками от основы миров до дальних точек внешнего кольца. Я выигрывал огромные состояния и проигрывал даже больше. Но это было давным-давно. Многое изменилось. Азарт — это игра молодых. Я поэтому и собираюсь уйти. Мое предложение остается прежним. За 50 кредитов ты получишь старую колоду и бесплатный урок. Шикарное предложение, если ты сможешь себе это позволить. Конечно. Я рад, что тебя интересует старая игра. Правила довольно просты. Вот, я дам их тебе, чтобы ты мог в любое время с ними свериться. Удачи. Я надеюсь, что игра тебе так же понравится, как и мне. Что я еще могу для тебя сделать? Конечно, конечно. Мой мозг уже не такой острый, как раньше. Поэтому я и ушел из мира азартных игр. Но, возможно, я все еще могу дать тебе пару полезных советов. Протарис. Я не знаю, что я могу полезного тебе сказать. Верхний город достаточно милый, хотя он был гораздо лучше до появления ситхов. Но они не сильно обращают внимание на таких стариков, как я. Я немного знаю о Нижнем городе. Тут внизу довольно глупо. Я останусь тут, где более безопасно, и займусь своими делами. Я теперь не вижу много смысла в этом, когда я покинул мир азартных игр. Я могу что-то еще для тебя сделать? Капсулы. Я провел все свои дни в баре, пропивая пиво и разговаривая с людьми, которые приходят ко мне. Меня не интересуют разговоры вне этих стен. Я теперь не вижу много смысла в этом, когда я покинул мир азартных игр. Я могу что-то еще для тебя сделать? Конечно. Еще нет, больше ничего. Конечно, конечно. Для такого юноши нет смысла проводить свои дни со стариком в баре. Но если ты захочешь поговорить, ты знаешь, где меня найти. Знаю. Будем искать местного гадку. Снова вернул? Конечно, будем. И тут наверняка будет много таких. Так, урок. Местный гвинт. Я вроде что-то помню. Игра заканчивается, когда кто-то набирает 20. И чтобы не превышало 20. У кого больше наберется, тот и выиграл. 3 раунда. Угу. Карты выпадают рандомно. Все, понятно. Я помню. Вот тут выпадают рандомно, а тут твоя рука, которой ты можешь дополнительно выкладывать к этим, которые выпадают рандомно. Так, ну, 5. Завершить ход. Все. 1. И все, вот вам 20-ка. Перебор. Первый раунд выигран. А, тут только одну можно, да? Окей. О, какое совпадение. Это все равно обучение просто. Ничего не выиграем. Второй раунд. Блин, опасно.
Ничья. «16». Рандом. Ну все. Гейм овер. Рандом не вывез. Завершить обучение. Так. Я видел, как ты брал уроки в ПЗАК у старого Гарука. Мгм. Правила ПЗАКа легко выучить, но играть в саму игру гораздо труднее. Обычно я не вожусь с такими новичками, как ты. Но с тех пор, как Герлуда исключили за жульничество, я не могу найти хорошего игрока. Хочешь сыграть партию? Тут почти все рандом. Да? Меня зовут Никлос. Я уже спрашивал. Вопросы? Я пришел сюда не задавать вопросы. Если ты хочешь сыграть в ПЗАК, давай сыграем. Если нет, тогда освободи мой стол. Давай сыграем. Я с удовольствием облегчу твой кошелек от кредитов. Так же, как и порадуюсь твоему унижению. Ахахаха. А мне как раз 40. Ну давай на деньги. Ничья. Ничья, да что ж такое? Оу, е. Хорошо идем. Тю. Обучение было сложнее. Как будто бы. А вообще 3-0 легкотня. Тебе повезло выиграть в последней партии. Ну, естественно. Но удача не заменит опыта в ПЗАК. Если ты будешь настолько глуп, чтобы снова со мной сыграть, я не повторю эту ошибку. Думаешь, мне просто повезло? Давай сыграем снова. Я с удовольствием облегчу. А, это просто повтор. Не, я думал, он там что-то новое теперь скажет. Нет. ПЗАК не для всех. Он требует нервов и умений. Ага. Возможно, тебе нужно попрактиковаться, прежде чем ты будешь играть с таким опытным игроком, как я. Конечно. Или, быть может, тебе нравится проигрывать? Я уже выиграл, все, до свидос. Если ты когда-нибудь захочешь проверить лучшего игрока в ПЗАК на Тарисе, ты знаешь, где меня найти. Оно и видно, да. Сохранится. Эй, привет. Я тебя тут раньше не видела. Чего ты такая тихая? Офицерам ситком с военной базы не часто предоставляют выходные дни. Военной базы? У меня выходной, так что я не внесу. Боже, какая она тихая. Меня зовут Сара, младший офицер первого ранга оккупационных сил ситхов. Я вообще немного удивлена, что ты со мной разговариваешь. Большинство людей на Тарисе не любят насилие. Наша работа довольно одинока. Убеждение. Оставь себе сочувствие. О! Я не покупаю, но я не хочу заполнять кучу бумаг в свой выходной день, поэтому просто сделаю вид, что этого разговора никогда не было. А теперь проваливай. Не хочу я проваливать. Я настаиваю. Выиграли лучшего на планете с первой попытки, да еще и в 3-0. Просто великолепно. Эй, привет. Я тебя тут раньше... Звукаря ругаем, да, по полной программе. Это правда. Но Успех. никто не ценит того, что мы для них сделали. Мы вообще могли ввести комендантский час на всей планете, но мы этого не сделали. Она еще и рот не открывает иногда. На планете все всегда в плохом настроении. Разве они не понимают, что мы очень стараемся? Точно, все дело в отношениях. Я
Я не просила, чтобы меня назначили на эту отстойную планету, но я делаю все, что в моих силах. На таком задании очень легко впасть в депрессию, но мы делаем все, что можем, чтобы держать наш дух на высоте. Нужно иногда выпускать пар. Это правда. Приятно встретить кого-то, кто понимает, что нам приходится выносить. Хорошо поговорить обо всем этом. На военной базе становится очень одиноко. Мне пора уже идти, у меня скоро смена на военной базе. Но наша компания младших офицеров сегодня организует вечеринку, чтобы развеяться немного. Я буду рада увидеть тебя снова. Почему бы тебе не зайти к нам? Я покажу тебе, где это на твоей карте. Вечеринка. Не опаздывай. Мы начинаем сразу после окончания дежурства. Большинство даже не вернется на базу, чтобы сменить униформу. Надеюсь, что мы там встретимся. Угу. Не могу поверить, что мы не сможем достать билеты на арену на этот матч. Теперь придется смотреть дуэль на экране. Ну и что? Там Дункан и Герланд дерутся. Ничего хорошего мы там не пропустим. Они начнут сейчас, так что хватит ныть и смотри на экран. Дамы и господа, обратите внимание на ринг. Тут будут сражаться два кандидата ради вашего удовольствия. Я надеюсь, что все ставки сделаны, так как мы готовы начинать. В этом углу представляю двупалый Герланд. А тут, ожидая получить снова новый ранг, я представляю вам постоянного одноглазого Дункана. Ой. И никого особо не удивив, одноглазый снова проигрывает. Не переживайте, друзья, он просто без сознания, как обычно. Наши медики ему помогут, и через минуту мы продолжим. Ну вот и все. Это было быстро. Верно? И я представляю вам победителя, двупалый Герланд. Все-таки, мне кажется, громко капец. Эффекты, голоса. Так, у нас тут арена намечается. Почему бы Дункану просто не бросить? Он ужасен! Ужасен. Я люблю наблюдать за Айс на ринге. Разве есть что-то более прекрасное, чем вооруженные и опасные женщины? Пали, огонь открывай, стреляй, калечи, убивай. Что ты несешь? Ясно. До свидания. Поговори с Аджуром, он тут распоряжается. Ладно. Извини, человек, все ставки закрыты. Больше боев не будет. Людям надоело каждый раз смотреть на одних и тех же дуэлянтов. Меня зовут Аджур. Я здесь организую все дуэли. Ему нужно новое лицо в дуэльной игре Человек. Не хочешь выйти на дуэльный ринг? Это можно весьма неплохо заработать. О чем ты говоришь? Я могу устроить тебе поединки на дуэльном ринге. Победишь, получишь деньги. 10% от всей прибыли. В смысле? Не переживай, никто там не умирает. Смертельные матчи теперь не закон. Большинство бойцов пользуются на арене виброклинками или дубинками. Однобок как ринг довольно мало, хотя некоторые дуэлянты предпочитают бластеры. Используй то, что тебе по вкусу. Вибромечи или бластеры, и никто при этом не погибает. У меня такое чувство, что ты пытаешься нас надуть. Дуэльный ринг оборудован энергоподавляющим полем, чтобы никто не умер. С ним оружие наносит раны, но не убивает. И на случай серьезных ранений у нас есть дроид-медик. Тебе интересно? Привет, мне Twitch 50 зрителей накрутил. Теперь и тебе?
Понятно, мне YouTube накручивал сначала, теперь тебе Twitch. Что за дело? И 30 фолловеров. Ну вот. И к тебе эта фигня пришла. Так, согласен, но мне нужно больше 10%. Ты правда шутишь? Не прокатило. Получишь столько же, сколько и остальные, 10%. Это мое последнее предложение. Ладно, я согласен. Отлично, хорошая свежая кровь на ринге. Но тебе нужно прозвище. Давай. Ты инопланетянин, ты здесь новичок, народ тебя не узнает. Хорошо, да-да-да-да-да. Давай таинственный незнакомец. Ладно, я не против. Идеальная кличка. У тебя нет прошлого, нет истории. Хранишь какую-то жуткую тайну. Народ такое любит. И делает больше ставок. Оно и к лучшему. Кредиты нам пригодятся, но сражаться под своим именем очень рискованно. Ситхи могут узнать тебя, зная имена членов экипажа Эндер Спайр. Ты готов к дуэли? Да, я готов. Я теперь как ты. Бесполезная тема, если честно, просто крутит и все. Даже живых людей не приходит. Да? Знакомая ситуация. Такая же фигня была. 180 зрителей, а в чате 0. Один чувак там со мной сидел, играл и все. Ну вот. Погнали, погнали. Ну не 0. Ну я имею в виду на ютубе. Дамы и господа, обратите внимание на центр ринга. Сегодня мы приготовили особое представление для вас. Вы видели, как вечер за вечером он проигрывает, но на этот раз ему нужно свежее мясо. В этом углу представляю вам одноглазого Дункана, а в другом углу новичок на ринге Тариса, появившийся из тени истории, без прошлого и без имени. Таинственный незнакомец! И как это хреново звучало. Я сейчас был топ-2 в категории Ведьмака. Может, тебе рейд сделали? Ты не смотрел там оповещений всяких? Что, уже? Все кончено, битва закончилась. Таинственный Невероятно. незнакомец выиграл. Разве хоть один из нас удивлен? Проигрыш одноглазого не новость. Тебе нужно что-то большее, чтобы удивить нас, незнакомец. Невероятная победа. Не, рейда не было, просто Twitch накрутил. Мне кажется, я сейчас единственный, кто вообще стримит из рук комьюнити вот эту игру. Что-то у меня есть такое ощущение. Хороший бой, хороший. Народу ты нравишься. Давай мои деньги. Угу. Сохраниться. И давай следующий. Хочу. Дамы и господа, обратите внимание на центр ринга. Сегодня мы приготовили особое представление для вас. В этом углу один из наших лучших бойцов. Человек такой силы, что даже страшные раны не смогли разрушить его карьеру. Представляю вам двупалого Герлона. А в другом углу новичок на ринге Тариса, появившийся из тени истории, без прошлого и без имени. Давай сразу к делу. Мне кажется, ты единственный во всем Твиче, кто стримит эту игру. И такое может быть тоже, да.
Как тебе боевка? Так как? Я уже привык. Тем, кто впервые ее видит, наверное, она вообще не понравится. Так же, как в первом Ведьмаке. Мне вот в первом Ведьмаке уже привычная, поэтому нормально. И тут тоже что-то типа этого. Уже привычно, и поэтому нормально. Сначала целителей накрутил до 50, потом фолловеры. Ну да, мне показывают, что ты один, кто стримит. Ну вот. Нет, вас таких трое. А это в целом во всем Твиче. А именно из рук комьюнити, наверное, как раз один. Да, из рук комьюнити только форум. Угу. Не попал. Опять не попал. Опять не попал. Ну что ж такое? О. Давайте подхилимся. Да-да-да-да-да. Хватит обучать меня. Ну и мазила, конечно. Все кончено. Герланд проиграл новобранцу. Неужели его старые раны таки дали о себе знать? Или это действительно таинственный незнакомец? Только время покажет. Ой. Деньги. Вот. Сколько там у нас уже? 380. Что ты хочешь? Ой, дай догадаться. Ты победил меня на ринге, а теперь собираешься меня этим упрекать. Ладно, я привык, так что извини, если я буду игнорировать твое злорадство. Ого, а манера у тебя так себе. Ну и дела. Интересно, почему? Я ничего не могу поделать с тем, что я самый худший боец на Тарисе, не так ли? Даже такой новичок, как ты, лучше меня. Слушай, я признаю, ты лучше меня. Любой лучше меня. Слепой, одноногий больной с ржавым ножом, наверное, смог бы победить меня, верно? Ты это хотел услышать? Тебе достаточно? Ты счастлив от того, что ты забрал последнюю каплю достоинства, которая у меня была? Да я вообще молчу. Да, теперь меня все устраивает. Слизняк. Сам такой. Что ты хочешь? Сам себя оскорбил, и еще я виноват. Так, вопросы. Вопросы? Я не стану на них отвечать только потому, что ты победил меня на ринге. Слушай, я признаю, ты лучшими, ты... Понятно. Я пойду. Ну хорошо, тогда пока. Пока-пока. Ты честно победил меня, незнакомец. Но если бы я все еще мог пользоваться моими пальцами, ты бы не смог. До моей травмы я бы размазал тебя по рингу. Отмазки. Ты честно победил. Что тебе надо? Постой, дай угадаю. Так как ты теперь тоже дуэлянт, у нас появилось что-то общее? Что-то, о чем можно поболтать? Нет. То, что мы оба дуэлянты, еще не делает нас друзьями. Оставь меня в покое, незнакомец. Мне больше не о чем с тобой разговаривать. Я вижу, ты уже отметился на ринге. Неплохо. У тебя талант, парень. Держись за него, и ты пробьешься. Угу. Моя область знаний довольно сильно ограничена рингом и другими боями здесь, в баре. Но я попробую ответить на те вопросы, которые у тебя есть. Про дуэлянтов. Ты пришел к верному человеку. Я тут сражаюсь уже почти 20 лет, и я помню каждого воина, который проходил здесь. Конечно, сейчас осталось только 5. Дункан, Герланд, Айс, Твич и я. Бендек Старкиллер приходит время от времени, но он сейчас вышел на пенсию. Ой, про всех расспрашивать. Дункан – самый плохой дуэлянт. Его называют Одноглазый, потому что он сражается как будто слепой. Я бы о нем не переживал.
Герлан был довольно хорош до несчастного случая. Во время матча его бластер перегрелся и взорвался. Один случай на миллион. Ему парализовало 3 пальца на правой руке. Его прозвали двупалый Герлан. С тех пор он так и не пришел в себя, но все еще пытается научиться жить. Именно поэтому я никогда не сражаюсь на бластерах. Айс — ничего особенного. Но она безумна, уверена, устойчива и популярна среди толпы. Если ты пойдешь против нее, у тебя будет сложный поединок. Твич? Я думаю, что этот радианец совершенно Твич? безумен. Но он очень, очень хорош. Даже я не могу его победить. Я уже свое отборолся. Мои лучшие годы ушли, но я все еще могу продержаться против любого. Ну, пожалуй, кроме Твича. Что я могу сказать? Бендок был легендой, ни разу не проиграл за свою карьеру. Он был кровожаден, как боец иридорийцев, никогда не любил сталкиваться с одним и тем же противником дважды. Таким образом, он сражался только если это был бой насмерть. Когда запретили смертельные поединки, он вышел на пенсию, хотя он все равно тут иногда появляется. Все просто. Бендок лучший из тех, кто тут когда-либо был. Даже сейчас я готов поспорить, что любой, кто выйдет с ним на ринг, не вернется оттуда живым. Моя область знаний довольно... Капсулы. Только то, что я слышал из новостей, которые все проверены ситхами. Какие-то капсулы разбились в подземелье. Любые выжившие будут арестованы и казнены. В самом деле не думаю, что это меня касается. Ситхи хотят называться правителями Тариса, и меня это устраивает. До тех пор, пока они не закроют ринг. Я могу рассказать тебе только то, что написано в проспектах. Верхний город — это замечательное место, где межгалактические путешественники могут найти все, что им нужно. Если ты ищешь наслаждение, то здесь лучшее место. Держись подальше от Нижнего города. Там есть только трущобные банды. Тебе что-то еще интересно? Сами поединки довольно простые. 2 кандидата с парализаторами выходят на ринг. Один выходит победителем, а второго без сознания выносят прочь. Если тебе нужно договориться о поединке, или ты хочешь заключить пари, иди поговори с Ажуром. Это Хат, там, в конце коридора. Он тут всем заправляет. Это все, до свидания. Прощай, незнакомец. Возможно, мы еще поговорим. Так, а насчет боев, наверное, пока что оставим. Потом я еще сюда, может, вернусь. А то сейчас это надолго, пока всех побеждать. Еще, может, не с первых попыток, потом все заново. Это потом лучше. Мы знакомы? Этот бар не самое чудное место тут ни с из кем, тех, по-моему, где поговорить я был. нельзя. Где ты взял эту одежду? А нет, Из уплотнителя мусора в Нижнем городе? И Что? все напитки, которые мы заказали? Что вы себе позволяете? Я не официант. Осторожней со словами. Чую, эта избалованная девочка может доставить нам проблем. Почему прислуга здесь такая неумелая? Одно слово папочки, и я тебя уволю. Папочки. Вот так-то лучше. Поторопись с нашим заказом. Вот ваши напитки, мисс Лавин. Простите за задержку. Ты где шлялся? Из-за тебя меня тут это оскорбляют. Что? Почему ты говоришь со мной? Разве ты не видишь по моей одежде, что я из благородных? Что опять со звуком? Я не хочу, чтобы меня видели с простолюдином. Это не подобает человеку моего класса. Не подобает это, видите ли. Без обид, добрый человек. Но сейчас я никак не могу с тобой поговорить. Здесь очень трудно привлечь внимание женщин. Конечно, ты понимаешь, о чем я говорю. Я думаю, что и ты пережил много одиноких вечеров. И это то, чего я хочу избежать сегодня ночью. Это очень важная информация, вы даже не представляете. Так, и... Все в этом баре, по-моему. Мы со всеми поговорили, по-моему. Да, там арена, тут мы везде были. Идем на выход. О, а вот и он. Старкиллер. Оставь меня в покое. Я сегодня не раздаю автографы поклонникам. Оставь меня в покое. Что? Ты меня не узнаешь? Я Бендок Старкиллер, знаменитейший стрелок из бластера на Тарисе. Бендок. Свыше 100 дуэлей без промаха, и все это смертельные поединки.
Я теперь на пенсии. После того, как смертельные матчи были объявлены вне закона, мне надоела эта игра. Не интересуюсь оглушающими бластерами. Тем более, что некому выйти против меня. Я видел тебя на дуэльном ринге, но ты меня не впечатлил. Так что, если побьешь всех остальных претендентов, то я подумаю. Удачи тебе, малыш. Она тебе понадобится. Ха-ха-ха-ха. Ты уверен, что хочешь в это ввязаться? По мне так это глупость. Ну тебе решать. Хочу, но не сейчас. Вернулся? Ты уже действуешь мне на нервы. Я пришел сюда не для разговоров. Я пришел посмотреть на дуэли. Вдруг найдется кто-то достойный, чтобы выступить против меня. Прости, но я не собираюсь тратить время с незнакомцами. Тебе придется доказать, что ты достойный противник. И я не так уж прост. 100 смертельных поединков без потерь. Но если сможешь ты уже всех говорил. остальных претендентов на ринге... Да-да-да. Раз я не собираюсь отвечать на них, ты просто потеряешь время. Так что уходи, а то люди увидят, что мы разговариваем, и подумают, что я раздаю автографы. Надоела толпа. Окей. Ну тогда все, для меня этот разговор закончен. Ну тогда все. Все так все. Старкиллер, да, еще один Старкиллер. И снова свежий воздух. Так, давайте я, наверное, в ближний бой что-то там переодену. Физически 1.12, 1.6, 1.10, 1.10. Вот это давайте. Так, а тебе ничего нельзя поменять туда. Бластеры, бластеры. Давай тебе винтовку как раз дам. Конечно. С дороги, гражданин. Мы официальные представители ситхов. Посторонись, если тебе жизнь дорога. Посторонитесь. Дэвик сказал, что ты просрочил оплату. Дэвику не нравится, когда ты пропускаешь платежи. Вот, у меня 50 кредитов, часть платежа. Это даст мне небольшую передышку, верно? Прости, но ты опоздал. Плати сейчас, все или ничего. Дэвик не терпит людей, которые не возвращают долги. Но у меня столько нет. Как я могу дать тебе кредиты, которых у меня нет? Очень жаль, Дэвик захочет, чтобы ты послужил другим примером. Другим примером, да. Ты пойдешь с нами. Нет, помогите, кто-нибудь, они убьют меня. Я знаю, мы должны быть осторожны и внимания не привлекать. Но не можем же мы позволить ему увести этого парня. Подожди-ка секунду. Конечно, У нет. нас тут появился свидетель. Дэвику не нравятся свидетели. Оставьте его в покое, или будете иметь дело со мной. Ну, конечно. Светлая сторона улучшилась зато. Спасибо, вы спасли мне жизнь. Эти наемники собирались забрать меня и прикончить. Моя жена предупреждала меня, чтобы я не брал долг у Дэвика. Теперь я не могу вернуть ему деньги. Не очень-то хорошо брать в долг у короля преступников. Он просто будет присылать ко мне наемников до тех пор, пока я не умру. Я могу помочь. Вы уже помогли мне тем, что спасли от этих наемников. Разве что у вас есть лишние 100 кредитов, чтобы я мог расплатиться с Дэвиком. Больше вы мне ничем не можете помочь. Ладно. Вы даете мне 100 кредитов? Просто так? Я не знаю, что и сказать. Спасибо, спасибо вам. Ты даешь ему 100 кредитов? Благородно. Теперь я смогу расплатиться с Дэвиком. Вы спасли мне жизнь. Спасибо. Лучше я отнесу эти кредиты прямо сейчас.
Еще светлая сторона. Забавно, что с этих трупов мы, походу, вернули себе обратно эти 100 кредитов. Ну или может меньше там. Бип-бип, бу-буп. Вы что, не видите, что я занят? Поговорите с сделкой, если вам что-то нужно. Вы что, не видите, что я занят? Вижу, вы из другого мира. Все же добро пожаловать. Никто не скажет, что Зелка Форн отказал кому-то в помощи только потому, что он не гражданин Тариса. Вам нужно лечение или лекарство? Я могу вылечить практически любую болезнь здесь, в медцентре. Кроме ригоульской болезни, конечно же. Что за болезнь? Ужасное бедствие, которое поражает Тарис уже много поколений. Оно распространяется ригоулами, чудовищными монстрами, которые живут в подземелье, под небоскребами Тариса. Длительное воздействие подземелья укрепляет болезнь, и зараженные постепенно мутируют в ригоулов, становятся безумными зверями, которые питаются плотью других. И нет лекарства? Нет противоядия от этой болезни. Хотя я слышал, что республиканские ученые на военной базе здесь, на Тарисе, были близки к созданию лекарства. Но после прибыли ситхи. Они захватили военную базу и теперь запрещают кому-либо подходить к лаборатории. Ситхи держат всю сыворотку для патрулей, которые они отправляют в подземелье. Если бы я мог получить хотя бы образец этой сыворотки, ригоульскую болезнь можно было бы стереть с лица Тариса навсегда. Но я не верю, что такое может случиться. Ну, я помогу. Я не думаю, что кто-то сможет раздобыть сыворотку. Военная база ситхов кишит охранниками. Пробраться туда смерти подобно. Думаю, образец сыворотки может находиться у патрулей ситхов в подземелье, если они не использовали ее, излечиваясь от ригольской инфекции. Но я сомневаюсь, что патруль просто так отдаст сыворотку. И нет таких дураков, которые бы напали на один из патрулей ситхов, даже в подземелье. А мы туда за игру попадем? Зачем нам все время говорят об этом месте? Да, мы везде сможем попасть. В те места, о которых нам говорят, мы все их сможем осмотреть. И нижние города вот эти, нижняя часть города, где эти банды, о которых нам говорят. И подземелья вот эти, где эти регоулы бегают, и с ними сражаться будем. Все будет. Но это только первая планета, это все еще, можно сказать, пролог. Потом еще куча всяких других планет, тоже не маленьких будет, там всякие Карибаны, Татуины, Явины, Бананы, что там еще? Еще же с модами еще там какие-то новые планеты, наверное, добавлены были, я где-то что-то такое читал. Короче, еще ого-го сколько контента. Как минимум столько, сколько Ведьмака, скорее всего. С модами еще что-то вырезанное, там еще больше добавленось. Так, я добуду для тебя сыворотку. Пожалуйста, не говорите так. Если ситхи вас услышат, они подумают, что я предлагаю вам напасть на их патрули. Они уничтожат меня. Я заговорил о сыворотке только потому, что вы спросили. Я не жду, что кто-то ее принесет. Ну, у вас есть еще ко мне какие-то вопросы? Конечно. Я очень занят работой, но думаю, что смогу уделить немного времени и ответить на вопросы. Что вы хотите знать? Про болезнь. Ужасное бедствие, которое поражает Тарис уже много поколений. Оно распространяется ригоулами, чудовищными монстрами, которые живут в подземелье. Длительное воздействие подземелья укрепляет болезнь. Да, это мы уже говорили. Я очень занят. Тогда давай про ситхов. Я знаю достаточно, чтобы бояться их. Я слышал о жестокости ситхов. Я знаю, что они делают с планетами, которые завоевывают. Пока что они задали мне несколько общих вопросов. Но я боюсь, что однажды они решат закрыть мое заведение. Просто из черной зависти. Думаю, что с ситхами я ничего не смогу сделать. Кроме как надеяться, что республиканцы найдут способ остановить их. Я немного знаю, но могу рассказать вам кое-что. Вы хотите узнать о Верхнем Тарисе? Или вас больше интересуют Нижний Тарис и подземелья? Люди здесь, в Верхнем городе, предпочитают думать, что они лучше всех остальных на Тарисе.
Однако, по правде говоря, мы ничем не лучше. Люди здесь эгоистичные, жадные, высокомерные и предвзятые. Вот почему пришельцам нужно специальное разрешение, чтобы покидать Нижний город. Возможно, если люди в Верхнем городе не были бы такими эгоистичными, в Нижнем городе и в подземелье не было бы так плохо. Нижний город кишит убийцами и бандами налетчиков. Если собираетесь отправиться туда, стоит вооружиться получше. Если на вас не нападет кто-то из этих банд, то обязательно убьет или ограбит кто-нибудь из головорезов Дэвика. Скоро там станет так же плохо, как в подземелье. Что вы знаете про Дэвика? Дэвик — это местный криминальный авторитет на Тарисе. Он занимается краденными товарами, работорговлей и контрабандой. А всех тех, кого он заставил исчезнуть, перечислять будем месяц. Его цепкая лапа дотягивается даже до Верхнего Тариса. Большинство магазинов платит ему за крышу, чтобы он оставил их в покое. Да, этот человек просто зверь. Думаю, что мне повезло. Поскольку мое медицинское заведение не дает прибыли, Дэвик не беспокоит меня. Но, по моему мнению, он ничуть не лучше ситхов. Звукарь. Подземелье — это пустыня, кишащая мутантами-людоедами, которых зовут Риггоулы. Мне жаль тех изгнанников, которые вынуждены там жить. Изгнанников? Правосудие на Тарисе действует быстро и жестко. Есть только два наказания: казнь или изгнание в подземелье. Изгнанник никогда не сможет вернуться под страхом смерти. Даже их потомки вынуждены жить в подземельях под нашими великими городами. Если есть возможность, я посылаю помощь в подземелье, чтобы облегчить их жизнь. Но я ничего не могу сделать для тех, кто заражен риггоульской болезнью. Я знаю достаточно, чтобы бояться их. Я слышал о жестокости ситхов. Я знаю, что они... Пока что они задали мне несколько общих вопросов. Да, это все тоже было. Тогда все. Конечно. Проходите, что на продажу? Я покажу, что у меня есть. Мои цены разумны. Только чтобы поддержать работу медцентра. Всякие виды аптечек и прочих адреналинов. И стимуляторов. Кстати, может что-то продать? А что продать? Не, пока ничего не надо. А что у вас тут? Не вопрос. Готово. Опа. Что вы делаете? Не входите туда. Эта дверь только для служащих. Ай-яй-яй-яй, что здесь происходит? Ничего. Это не ваше дело. Просто забудьте, что вы видели, хорошо? Да, я друг республики, спокойствие. Полагаю, лучше рассказать вам, что происходит. Надеюсь, ситхи не обнаружат, что я сделал. После космической битвы люди тайно приносят сюда республиканских солдат, которые приземляются на планете. Я вынужден их принимать. Разве у меня есть выбор? Они в плохом состоянии. Многие не выживут. Но, по крайней мере, я могу облегчить их последние дни. И они хотя бы спрятаны от ситхов. Благодарю вас. Приятно знать, что хотя бы некоторые люди умерли в руках сторонников. Я не представляю, что ситхи сделают, если обнаружат этих солдат здесь. Но после своего первого допроса они не возвращались. Так что, вероятно, мои страхи не обоснованы. Чем помочь? Боюсь, что больше ничего нельзя сделать с ними. А сейчас, извините, я должен вернуться к работе. Вдруг кому-то понадобится медицинская помощь. Ага. Пс, эй, ты, подождите. Мне нужно поговорить с вами о рекквоульской сыворотке. У меня для вас есть предложение, которое может вас заинтересовать. Что он сказал? Рекквоульской? Пс, эй, иди сюда. У меня есть интересное предложение. Зелка не единственный, кто хочет заполучить рекквоульскую сыворотку. Дэвик Канг заплатит вам в 10 раз больше, чем Зелка, если вы достанете лекарство. Ой, да ладно, все знают, кто такой Дэвик Канг. Он тут большой босс. Азартные игры, контрабанда, вымогательство. Во всем Тарисе он имеет свою долю.
Я предпочитаю думать о нем как об образце для подражания. Он начинал с нуля, сейчас у него есть все. Кредиты, власть, женщины. Не это ли тарисианская мечта, верно? Зачем ему лекарство? Дэвик заинтересован во всем, что может принести прибыль. Он мог бы выгодно продавать сыворотку всем, кто инфицирован болезнью, не как Зелка, которая ее просто раздаст. Какая тебе разница? Послушайте, у Зелки нет денег, чтобы хорошо мне платить. Если ты продашь сыворотку Дэвику, возможно, я найду способ, чтобы отправить тебя к нему. А что, если я скажу Сделке, что ты помогаешь Дэвику, а? Я не буду отрицать. Кому поверит Зелка, мне или какому-то пришлому чужаку? Ну подумай хорошенько, тебе выгоднее договориться с Дэвиком. Какая тебе разница? Послушайте, у Зелки нет денег, чтобы хорошо... А это было уже. Ну, допустим, где я смогу его найти? Знаешь, Дэвик это не тот человек, к которому можно просто так прийти. Он предпочитает руководить на расстоянии. Лучше всего принести регоульскую сыворотку Заксу. Он заведует региональным офисом Нижнего города, но все знают, что он также работает на Дэвика. Он хорошо тебе заплатит. Я подумаю, и думаю, я лучше отдам сыворотку Зелке. А ты иди в баню. Помощь людям это все хорошо, но в первую очередь нужно заботиться о себе, да? Говорю вам, Дэвик заплатит большие деньги за лекарства. Больше, чем Зелка может себе представить. Если вы найдете регоульскую сыворотку, просто отнесите ее Заксу в региональном офисе Нижнего города. Он работает на Дэвика, он заплатит вам настоящую цену этого лекарства. Нет. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вам нужны лекарства или медпрепараты? Я могу вылечить вас в своем центре от любых болезней. Кроме регоульской, конечно. А можно сдать контору твоего напарника? Нет, походу, нельзя. Сейчас я осмотрю ваши раны, а затем применю необходимые медикаменты. Джедаи так не поступают. Вот именно, и мы так не сделаем. Мы благородные. Мы идем по пути света, пока что. Так, Нижний город. А, нет, это еще не Нижний, это еще выше, это просто вторая половина. Ты когда-нибудь видел гоночный карт? Я видела... Куда катится эта планета? А? Бродяги разгуливают по верхнему городу. Может, вернешься в Нижний город, бродяга? Там твое место. Ну, это здорово. Да вот ты же сказал, эти улицы для жителей верхнего города. Лучше убирайся с нашей дороги, если тебе жизнь дорога. Ах уж это озвучка. Убеждение. Выпивка? Эй! Для бродяги ты не так уж и плох. Вперед, ребята! Бродяга угощает! У-ху-ху! Ни за что, забудь об этом. Хватит выпивки, мы так опаздываем. Да, думаю, ты прав. Может, в следующий раз, бродяга. Пошли, ребята, пора идти. Опыт получили. Друзья и братья, я несу вам предупреждение. Предупреждение о великой чуме, распространяющейся по нашей планете. Пожалуйста, выслушайте меня. Меня зовут Гортон Калу. Хотите присоединиться к моему делу? Мы должны объединиться, если хотим остановить распространение паразитов и отбросов на Тарисе.
Что ты несешь? Я говорю об отвратительно выглядящих пришельцах, которые разгуливают по Тарису. Вуки, итарианцы, радианцы, биты, все они. Послушай, друг, настали темные времена. Вот почему я, Гортон Калу, создаю антипришельческую лигу. Пришло время действовать. Мы не можем сидеть сложа руки, пока пришельцы поганят нашу чудесную планету. Да отвали, псих ненормальный. Не, лучше это. Ты такой же, как и все остальные. Ты не увидишь правду. В час расплаты ты будешь страдать, как и остальные любители пришельцев. Ладно, нам пора. Безумец он или нет, такие люди могут создать нам проблемы. Согласен. Магазин дроидов. Так. Новый клиент, проходите. К вашим услугам, магазин дроидов. Всегда рада новым лицам. Насколько игра долгая? Очень долгая, может даже больше, чем Ведьмак. Учитывая все планеты, если прям все планеты проходить, все квесты, а не только сюжетку. Очень долгая. Тут еще диалогов, как говорил Азель. Очень много, и они очень долгие. Местами очень затянутые и скучные. Кипуна, бонана кичу, кинба мулера двана, тон кинба но куднок нек. Хотелось бы, чтобы люди в наши дни были более толерантны. Думаю, глупость и невежество никогда не исчезнут. Кенчопа чави тичок твиз юн кун, ватуяма кама вона хенак нек, бугра шак кунти чиwa мчава. Ну, мы, похоже, уже 100 раз слышали. Чинапала муле, тонки ба нон тонтек, туни чачон кун не муле брабас. Так, мне уже сразу рекламу делают дроидов. Кинкунши какчин авана вамата. Да. Ниши la chorga kin kun pala monaregi. Chingpala niska mule tunra koyami живот чита на потокта. Я фолке гогала джиджи. Реклама. Покажите мне дроидов. Какин ча на кват на понкон. Осталось всего 2 дроида. Комментированный за 50 и новейшая модель. Но он не продается. Ну, допустим, возьму. Выгодная покупка. Ну, покажи. Не это. Просто товары. О. Куча всяких запчастей, улучшений для дроидов. Оружие для дроидов, броня. Ну, это потом. Так, и где наш дроид? Вот он. Понятно. Я требую компенсации. С возвращением. Да. Я хочу вернуть деньги. Он взорвался. Прям не вышли из магазина, как он уже все. Что это такое? Как это называется? Что вы себе позволяете? Взорвался? Ай-яй-яй. Нечестный бизнес. Да ты что? Вот ваши 50 кредитов и без обид, да? Я думаю, надо сверху накинуть за моральный ущерб. Вот. 75. Еще денег заработали. Нормально. Вопросы. Все те же капсулы. Ситхи, Тарис. Ничего нового.
Yin kin kun no ba mule rachi kun. Tong na bun shan nu yang. China pala mule. Tong ki ba non тонтек. Тун ни ча. Блин, жалко, что не озвучили всех вот этих инопланетян. И они по-прежнему свои вот эти вот языки бормочут. Hachu apanki. Jishawa anibong ka sha chona si ichua byongbo joni. Kakin cha na guat na bon kon. Wanakumbes. Chi pala mulek. Tongki. China pala mule. Тонки ба нон тонтек. Не советовала бы в Нижний город. А мы как раз в Нижний город и идем. Как раз туда нам и надо. Genchopa chawi tichok twis yun kun. Watu yama kama wona henak nek. Bugra shak kunti chiwa chaw kipuna на бонша. Ага, конечно. Банды свуперов. Кипуна. Бона на кичу. Угу. Кин ба муле радwana. Ni bajoni yo love wish. Допаюма пасен лапти мангуту. Ладно, я пойду. До свидания. Заработали денег. Лифт закрыт. Только патрули ситхов и те, у кого есть соответствующее разрешение, могут пройти в Нижний город. Судя по вашей одежде, вы не из патрулей ситхов. Так что если у вас нет разрешения, то идите своей дорогой. Как я могу получить разрешение? Если бы вам был положен пропуск, вы бы знали, где его достать. Так что не отнимайте мое время. Ступайте. Я вам тут не справочная. Я работаю на ситхов, а не на туристическое бюро Талиса. Идите отсюда, раз у вас нет разрешения. Прикол игры или просто недостаток русификатора дубляжа? Не, это так и должно быть. Тут те, кто люди, и те, кто говорили на английском в оригинале, те озвучены. А те, которые инопланетяне, и те, которые всякими как раз своими инопланетными языками бормочут, тех и не озвучивали. Вообще. А жаль. Так, ну тут закрыто, насколько я помню, поэтому идем за пропуском, чтобы попасть в Нижний город. Тогда нормально. Их озвучивать было бы ошибкой. меня, люди! Угу. Ужасный бич поразил нашу планету. Все-таки хоть какая-то, это самое, не ностальгия, а атмосфера, колорит всех вот этих инопланетян. Прям как в фильмах. Так-то оно правильно, но вот приходится все равно иногда зачитывать. Отвлекаться на субтитры, а не только на звук. Так, квартирный комплекс. Тут мы сможем получить броню, чтобы попасть в Нижний город. Нас же там приглашали на вечеринку. Вот, тут она и будет. Не вопрос. Но опять, конечно, кому-то мы вломимся, чтобы кого-то ограбить, естественно. Пожалуйста, не бейте меня! Вам не нужно убивать меня. Я верну Дэвику деньги, если он еще немного подождет. Пожалуйста. Вот, у меня 50 кредитов с собой. Это все, что у меня есть. Они ваши. Только не говорите Дэвику, где я прячусь, ладно? Прошу вас. Что вы несете? Хотите сказать, что не собираетесь меня убивать? Но я думал, что вы один из наемников Дэвика. Если вы здесь не за этим, то что вам? Я просто приперся залутать твою комнату. Всего-то. Не думаю, что кто-то сможет мне помочь. Я должен Дэвику денег и опоздал с платежом. Он обратился к ЗАГСу в офис и назначил... С тех пор я прячусь здесь. Но рано или поздно кто-то найдет меня. Если только я каким-то образом не раздобуду еще 200 кредитов. Я покойник.
Может, мне стоит просто убить тебя и забрать награду себе? Какой мерзавец. Ладно. Вы отдаете 200 Благородные, так незнакомому благородные до человеку, конца. чтобы просто помочь? Я не верю в это! Ух ты, как щедро с твоей стороны. Надеюсь, позже нам эти кредиты не понадобятся. Теперь я смогу расплатиться с Дэвиком! О, спасибо! Вы спасли мне жизнь! О, лучше сразу отдам ему... Что-то иногда прерывается озвучка. Либо в оригинале слишком быстро он говорит, либо слишком медленно. Что-то не поспевает иногда. Что там по кредитам? Еще 200 у нас есть. Если что, продадим, или на арене заработаем, или по ЗАК выиграем. Все будет, все нормально. Все под контролем. Или вот налутаем. Тоже, почему бы и нет. О, вечеринка уже в самом разгаре. Так ты все же появился? Я уже думала, придешь ли ты. Вечеринка в самом разгаре, проходи. Попробуй это тарисианское пиво, это фантастика. Давно надо было завоевать эту планету. Осторожней, Сарна, это вино бьет в голову. Еще пара бутылок, и мы все будем валяться здесь на полу. Да какая разница? Завтра же нет дежурства, пора немного пожить. Вперед, за стаканом! Туц. Все. Вечеринка окончена. И решили прилечь. Вот, броня ситхов. Вуаля. Теперь мы можем попасть в Нижний город. Не вопрос. Готов. Я помню времена, когда человек не должен был волноваться о ворах, Рой. А вот было время. Так, переодеваемся. Теперь, по-моему, некоторые местные жители могут на нас иначе реагировать, когда мы как солдат ситхов одеты. Эй, гляньте-ка на это! Это же ситх! Ой, я так боюсь! Осторожно, не делай глупости, нам не нужны проблемы с ситхом. Да, ты прав. Простите меня за это. Пошли, ребята, пора идти. Топайте. Мы тут следим за порядком. Да-да-да. Может быть, что-то хуже, чем стоять в патруле. Думаю, что мне не стоит жаловаться. Может быть, что-то хуже, чем стоять в патруле. Понятно. Думаю, что мне не стоит. Приветствую, мои друзья ситхи. Будьте уверены, у меня есть все необходимые разрешения, чтобы распространять здесь мое послание. Если желаешь, останься. Можно его турнуть отсюда? Ты найдешь мое послание весьма поучительным. На правах властей. Приветствую, мои... Нет, очень жаль. Приветствую, доброго вам дня. Надеюсь, что ход сегодня будет удачным. Приветствую ситхов. Слава ситхам, там было написано вообще-то. Лифт закрыт. Только патрули ситхов и те, у кого есть соответствующее разрешение, могут пройти в Нижний город. Судя по вашей одежде, вы не из патрулей ситхов. Так что если у вас нет разрешения, то идите своей дорогой. Что? Ты слепой? Или это он из-за нашего компаньона? Ступайте отсюда. Нужно пройти мимо этого парня, не привлекая внимания.
Как для карта, так и для себя. Пардон. Но у меня же только одна броня, в смысле. А где мне еще одну взять? Конечно. Не понял. Раньше же одной хватало вроде. Или его надо из своего отряда типа турнуть. Лифт закрыт. Судя по вашей одежде. Ступай. Так, ну, допустим, где это? Выбор команды. Убрать. Вот, меня самого пустят. Еще один патруль в Нижний город, да? Ага. Удачи. Я слышал, что там жарко. Идет большая война между бандами налетчиков, знаешь ли. Будьте осторожней. Эти банды стреляют в любого, даже в нас. Плохо, что у нас недостаточно людей, чтобы расчистить эти трущобы. Угу. А то, по-моему, тут всего одну броню можно найти. Одного. Так, Нижний город. Трущобы. Так, а можно схитрить? Перехитрили. Понятно, тут разборки. Кто сильнее. Кипуна! Каватумпа купа я мокапата! Так, секунду. Мне кажется, или что-то только что было на экране в чате, но в самом чате у меня ничего не появилось. Опять сообщения какие-то не пропускает или что? Ага. YouTube требует еще и подтверждения внезапное. Ну, как всегда. Очень вовремя. Обожаю. Здравствуйте, я большой фанат Коттера, и, видимо, поэтому вы мне попались. Видимо, да. Добро пожаловать. А то я уж думал, что к нам не заглянут сегодня никакие любители, а то целый стрим и прям тишина. Никаких новичков. Я-то думал, новички будут. Так, секунду, у меня тут подтверждение Ютуба. Внезапное. Сейчас все будет. Ютуб шалит? Да уж. Шалит не то слово. Так, все. Космический ниндзя? Да, сломалась. Это рестримбот, походу. Потому что он сообщение из Твича даже на YouTube не показал, и не только мне. Дарт Ревна есть друг Чукатабра. Так, ну-ка, еще раз напиши что-то, Игорь, на Твиче. Проверка, проверка. Вы прям название решили херакнуть спойлер, или у вас на канале все знают эту игру? Ну и то, и другое. Это не прям мега спойлер, все-таки на всех скриншотах по игре понятно, что она про Дарта Ревана. У меня же ничего прям в подробностях не написано, что тут и как тут. Так, пишу. Странно, что-то рестримбот поломался. Он не показывает Игоря вообще. Теперь общий чат. Хотя все работало сначала.
YouTube не любит Азеля, теперь Twitch не любит Игоря, походу. Хотя рестримбот на Twitch работает. Так, секунду. Что-то все поломалось. Привет, Аарон. На шорт-стриме. Тебя тоже почему-то мне в чате не показывалось все время. Да что ж такое? Что все поломалось, а? Что все чаты поломались? И шортсы, и Twitch. Рестримбот, что за фигня? Тысяча извинений, что я не отвечал. Это просто чат поломался. На шорт-стрим рестримбот работает. И на Twitch рестримбот работает. А на обычный YouTube стрим рестримбот не работает. Дарт Ревен, он кто вообще такой? Вот кто на заставке на экране у тебя, это он и есть. Так называемые тех проблемы, да. Они самые. Странно. Все же работало нормально. Чего внезапно все поломалось? Как раз в тот момент, когда и на шорт-стриме кто-то там пишет, и на ютубе кто-то появился, и как раз в этот момент надо, чтобы мне бот этот поломался. Все как всегда, очень вовремя. И перезагружаю, и ничего не работает. Ну, еще раз попробую. Не присылает. Только на Twitch почему-то и на шорт-стрим. Так, если я сам YouTube тут перезагружу, может это не именно рестрим, а именно YouTube этот, хотя шорт-стрим работает. Не должно быть. Ой, ненавижу эти проблемы технические. Просто тебя в чате спрашивают, кто такой Дарт Ревен. Ну, это исключение, скорее всего. Я даже не заметил, что там это спрашивали. Как раз из-за этих проблем технических. Ну, блин, придется мне тогда открыть либо Twitch чат, либо шорт стрима чат, чтобы видеть всех вас. Те, кто на обычном стриме, я даже не знаю, что вам еще сделать, чтобы оно заработало. Может, оно со временем само заработает. Такое иногда тоже бывало, я помню. Само поломалось и само потом заработало. Когда-то такое было. Так, себе я пока открываю, значит, шорт-стрим. Ради чата именно, чтобы все было видно.
Во. Так, на Твиче разговоры разговаривают, я смотрю. А я возвращаюсь в игру. Ты сам этого хотел. Да попадите по нему хотя бы последний раз. ХП на донышке оставалось. Так, давайте переоденемся, а то меня сейчас тут все будут опять за ситка воспринимать. А во время боя? Кто тут еще? Да вроде никого. Какого боя? Так, а вот и Нижний город. Так, а ну-ка, если написать на обычном стриме, то все будет видно. На шорт-стриме. Нет. То есть это только с Твича все тут показывает. Блин, какие же неприятности, какие, блин, проблемы. И как мне тогда все видеть? На Twitch заходить, что ли? На Твиче зато вот видно все сообщения из... Или нет? Блин, какая фигня. Чё с чатом? Без понятия, с чем это может быть связано. Вот же фигня какая. Ой, ладно. Все равно я собирался через какое-то время довольно скоро уже заканчивать, наверное, и там после стрима уже полноценно совсем разберусь. А пока чуть-чуть потерпим тогда уж. Все уже работало в начале. Ci gratulo da pograci o neo compa cintono mutuba. Привет, привет.
Ida patisa batua kachatuto. Kachikun ida haldonga. Ikinkunu bamulerachikun. Svimo podonar diodunga. Опять пазак. Так умджус тахмики граблмого. Рунда диходонга кунхонка. Понятно, еще один игрок. Он карты продает. Некоторые, конечно, по офигенным ценам. Приветствую, незнакомец. Меня зовут Гелру. Пазак, случаем не играешь? Сложно найти достойного соперника. Случаем играю. Как меня выкинули из верхнего бара. Это недоразумение. Просто некоторые игроки в Пазак не поняли самого главного в игре. То, что я выиграл 15 матчей подряд, еще не означает, что я жульничаю. Это не правосудие. Моя счастливая колода была конфискована, а меня изгнали из верхнего бара. С тех пор я отчаянно хочу сыграть снова. Вот зали там тишина теперь полная. Походу. Прекрасно. Мои финансы сокращаются. Погнали еще раз. Ай, блин, обидно. Надо будет тоже прикупить вот эти карты, которые минусовку дают. Чтобы отминусовывать очки. Что-то плохо все идет в этот раз. Не хочу рисковать. Может, еще отыграемся? 2-2. Блин, рандом. Ну вот. Рандом не вывез. Ты хорошо играл в прошлый раз, но тебе просто не повезло. Сыграем еще раз? Может, на этот раз тебе повезет? Нет. Нет. Если хочешь сыграть или просто устал от атмосферы верхнего зала, тогда приходи ко мне. Я сыграю с тобой в любое время. Их. Ничего, потом картишек новых чуть-чуть прикупим и будет все окей. Проваливай. Эй, не говори так. Мы только хотели поздороваться с большой и страшный охотник Алонор. Какой это Каланор? Он должен быть крутым, а этот парень просто недомерок. Один? Что это значит? Ты шутишь, крутой парень? Ты знаешь, кто мы, Кала? Мы из банды черных лукеров. Моя не понимает. 1, 2. Почему он не считает? Пытаться посчитать, сколько нас против него? 3 против 1. Как тебе такой расклад, а? 3. Бум. Проваливай. Я видел, как ты их прикончил, молодец. 1. Эй, ну не надо. Все, понятно, до свидания.
Эта война банд выходит из-под контроля. Вулкеры теперь не просто атакуют тайных... А? Что? О, извини, я тебя не заметил. Мое внимание было сфокусировано на танцовщицах. Смотри, как они покачивают своими головными хвостиками. Я обычно не хочу этих девочек, но у меня был плохой опыт с моим видом. Возможно, пришло время перемен, понимаешь, о чем я? Ладно, пойду я, удачного стрима. Удачи, Азель. Спасибо, что был. Ты тут из-за этого? Наверное, обо мне тебе рассказал Закс. Достаточно честно. Меня не волнует, кто ее оттуда вытащит, если работа будет сделана. Я не могу отпустить ее после того, что она сделала. Эта девка пыталась убить меня своим вибромечом. Потому что она ненормальная. Она начала орать. А потом она решила применить нож. Верно. Похоже, что она просто защищала себя. Не спорь, я был пьян. Возможно, мне нужно было освежиться. Но не в этом дело. Ей не стоило меня ранить. Я хочу, чтобы ты снял заказ. Что? Я не могу это сделать. Подумай, как это будет выглядеть. Я работаю на Дэвика, у меня определенная репутация, я должен ее поддерживать. Я не могу позволить ей просто уйти. Придется заплатить. Хотя, я все равно немного виню себя за это. Дия хорошая девушка. Было бы стыдно убить ее. Вот что я тебе скажу. Я возьму 200 кредитов в обмен на отмену заказа. Убеждение проявляем опять. Если я позволю ей уйти... Ну какой провал? Очень хорошо выглядеть. Ей нужно заплатить. Или ее жизнь, или 200 кредитов, чтобы заслужить мое прощение. Подождите. Где у меня было сохранение? Блин, аж здесь. Ну и ладно. Я там все равно еще деньги проиграл. Как раз деньги мы проиграем в этот раз. А тут ничего прям такого страшного и долгого нет. Просто этот бой опять. Подумаешь. Бла-бла-бла-бла-бла. Кипуна! Кипуна, кипуна. Хилимся. Лутаемся. Сматываемся. The swoop race coming up will show those Volkers who's in charge here. Вот теперь сохраняемся тут. Чик. Да-да-да-да-да. Вот на всякий случай протыкаю. На продажу. Давайте возьмем вот эти минус очковые карты, пару штучек. Приветствую. И вот теперь должно быть получше.
Блин, одни минусовые в руку зашли, ну и ладно. Я с автором знаю легенду о столах и картинах. Да, и больше никто ее не знает из новичков. Рандом, такой рандом. Невероятный рандом, блин. Да ё-моё, сколько можно? Сплошные ничьи. Так. Что ж такое? Сдвинемся с мертвой точки, а? Это гадку? Но пока нет. Так. Кажется, сдвинулись. Или нет, опять ничья. Да блин! Не, ну это уже слишком как-то. Столько ничьих. Я, блин, негодую. Отлично. Неплохо сыграл в последний раз, но я думаю, что твоя удача закончилась. Ну так что, сыграем? Нет. Если хочешь сыграть... Хватит с тебе. Это уже видели. Проваливай. 1, 2. Умный. Угу. Так, теперь опять ты. Ага. Верно. Что? Убеждение. Если я позволю ей... Опять провал, да как ты смеешь? Я настаиваю. И все тут. Проявим нашу силу. Спойлер. А? Что? Я обычно... Ты тут из-за этого? Я не... Потом... Верно. Не Если я позволю ей... Ой, понятно, короче, против него слишком мало у нас убеждения, походу. Или это прям настолько не везет. Отмени, иначе ты покойник. Ты угрожаешь мне? Я Да. работаю на Дэвика Канга. Пофиг. Если ты убьешь меня, ты подпишешь себе смертный приговор. Сделай нам обоим одолжение. Не трать время на бесполезные угрозы. Еще раз убеждение. Если я позволю... Пофиг ему на это. Еще раз угрожаем. Еще раз убеждение. Еще раз угрожаем. Еще раз убеждение. И по кругу. Это не сработает так.
Эх, жаль. А я думал, обуз. О! Обуз сработал! Я пойду и скажу Заксу, что заказ снимается. Лоу. Только хотел сказать, что обуз походу не сработает, как он сработал. С какой-то там 10-й попытки. Нормально. Опа. Я сказала тебе отвалить. Так не трогай меня, пучеглазый. У тебя изо рта смердит, как от бантапуду. Маленькая девочка, не следует быть в баре. Это место не для маленькой девочки. Ты кого это тут называешь маленькой? Маленькую девочку нужно научить манерам. Игорь. Хватит скулить. Сможешь доесть позже. К тому же тебе не помешало бы немного размяться. Мне не хотеть неприятностей с Вуки. Если ты ссоришься со мной, ты ссоришься с Большим Зи. Так что если не хочешь иметь дело с моим мохнатым другом, уноси ноги подальше отсюда. Маленькой девочке повезло. Я тебя не знаю. Хотя знаю здесь, в Нижнем городе, почти всех. Наверное, ты тут недавно. Полагаю, нам с Большим Зи нужно тебя хорошенько поприветствовать. Хорошенько поприветствуйте меня, да. Ничего особенного. Большинство пришельцев говорят на основе, хотя и предпочитают свой язык. Я выросла на Тарисе. Местный язык мне почти как родной. You showed a lot of guts dealing with those Vulkars, kid. You got a name? Меня зовут Мисси Авал. А это Вуки, мой лучший друг Залбар. Я бы провела экскурсию, да на улицах сейчас неспокойно. Но если я могу еще чем-то помочь... Я сейчас в процессе прохождения Светора. А в эту ММО играешь? Понятно. Я в нее когда-то давно тоже пытался, но что-то быстро забросил. Мы просто объединили силы. Здесь, в Нижнем городе, в одиночку довольно непросто. Каждый пытается тобой помыкать. So we noticed. Still, you seem like an odd pair. Когда я встретила Это что-то на английском заговорил внезапно. я знала, что мы сможем приглядеть друг за другом. Мое знание улиц и его мускулы – хорошее сочетание. Вторую часть будешь играть? Ну да, если эту будем проходить полностью. То еще под неким вопросом, скорее всего. Что ж, ты по адресу. Если нужна информация по Нижнему Тарису, обращайся. Дэвик, банды Нижнего города. Я даже видела самого Кала Норда, охотника за головами. Дэвид – член межгалактического преступного синдиката. Но это знают все. Я слышала, что у него новый корабль для контрабанды – Черный Ястреб. Я мало что знаю о перелетах, но слышала, что корабль достаточно быстрый, чтобы прорвать блокаду ситхов. Может, это и просто слух. Where would he keep it, do you know? Если у Дэвика есть корабль, он спрятан очень глубоко. Никому туда не попасть. Ну, кроме людей, работающих на Дэвика и одних. В Нижнем городе только две банды, о которых необходимо знать. Черные вулкары и тайные Беки. Иногда мы с Залбором тусуемся на базе Беков. Беками руководит Гаден Тек. Хороший парень. Пару лет назад потерял зрение в аварии на Свуге. Но даже без глаз он отличный лидер. Не то что предатель Брежик. Он был Беком, пока не перебежал к вулкарам. Гаден считал эту неблагодарную скотину приемным сыном. Когда Гадан ослеп, все думали, что он отойдет от дел и передаст всю власть Брежику. Но Гадан считал Брежика не готовым. Он хотел подождать еще несколько лет, а Брежик был очень нетерпелив. Он ушел к вулкарам и с тех пор ведет войну, чтобы стереть Гадана и тайных Беков с лица Тариса. Эта война в Нижнем городе происходит по вине вулкаров. Это они стреляют во все, что движется по улицам. Такое чувство, будто они с ума сошли. Кала Норд – один из самых известных головорезов галактики. Он убил больше, чем иридийская чума. Я видела, он убивал людей, что пытались поговорить. Он крутится возле офиса ЗАГСа. Это тот самый, с которым мы только что встретились.
Все заказы небольшие. Охотник его калибра не опустится до таких дел. Я узнала, что Калла нанял Дэвид для выполнения особого задания для админа. Ставлю 1000 кредитов, что как только кончится карантин, он свалит отсюда. Так, про все спросили. Уже уходишь? Да. Тут довольно скучно. Ничего не происходит. Давай, большой зум, идем. Ты хоть 5 минут можешь думать о чем-то, кроме своего желудка? Пошли, посмотрим, что вкусненького можно найти на базе Бэка. Так, очередной бар. Ой, ладно, давайте-ка на этом тут остановимся, я так думаю. К сожалению. Или к счастью, не знаю. Во-первых, чат. Надо будет разобраться, что с ним. А то сейчас дальше стримить с таким чатом непонятным, где на ютубе кто-то что-то появляется. Если что-то пишет, где на твиче. Мне перебегать постоянно туда-сюда тоже мега неудобно. Тем более мы уже почти 3 часа и так поиграли в целом. Для обычных игр нормально. Это на Ведьмаке было такое исключение, скорее всего. А так 3 часа это норма для нас. Тогда все на этом. Буду говорить спасибо всем, кто был на стриме. Всем, кто, может, смотрел молча этот стрим, а в чате ничего не писал. Всем, кто активничал в чате. Всем, кто в записи когда-то, может быть, смотреть этот стрим. Всем, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе. Всем спасибо и до встречи на следующих стримах или на следующих играх. Может, каких-то новых, может, каких-то старых. Кстати, мне этот рейд делал товарищ, я только сейчас увидел, почему-то звука и сообщений не было. Странно. Что-то сегодня много технических неполадок было. Ладно. Всем еще раз спасибо, всем до встречи, всем пока-пока.